С 26 августа в кинотеатрах стартует показ фильма «Зеленый рыцарь». Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь — это значимый образец рыцарского романа, где есть типичный для жанра сюжет, связанный с прохождением героем различных испытаний, которые являются проверкой его качеств. Перед выходом фильма в этом ролике будет краткий пересказ этого сюжета. Если вы хотите слепо пойти на фильм, не зная вообще ничего, то лучше не смотрите. Наш рассказ начинается с рождественского вечера в Камелоте, где король Артур и королева Гвиневра, а также остальные подданные, как благородные, так и простые, отмечают, пируя песнями и плясками, и обмениваются подарками. Но внезапно распахнулись двери, и показалась огромная фигура в изумрудного цвета одеянии на коне, поросшем мхом. Незнакомец начал медленно двигаться внутрь зала. Король Артур и остальные его рыцари схватились за мечи в ножнах и были готовы броситься в бой с незваным гостем. Зеленый здоровяк попросил рыцарей не ссориться. После он слез со своего коня и начал медленно к ним идти. В одной руке он держал лук, а в другой огромный топор. Зеленый великан заговорил. «Милорд, миледи, и вы, храбрые рыцари круглого стола, я предлагаю вам вызов. Я предлагаю любому мужчине здесь нанести мне один удар моим топором, с условием, что я верну этот удар топором спустя 1 год и 1 день. Если тут кто-то достаточно смелый, чтобы это сделать, а в награду за это он получит мой топор». Великая зала затихла. Наступила гробовая тишина. Все рыцари круглого стола были храбры и сильны, чтобы принять этот вызов этого внушительного зеленого воина, но не могли понять, в чем подвох. Когда король Артур приподнялся, чтобы принять вызов, вдалеке из толпы прозвучал голос. «Я готов принять твой вызов, Зеленый рыцарь». Это был сэр Гавейн, самый молодой из рыцарей короля Артура и его племянник. Гавейн медленно подошел к Зеленому рыцарю, который протянул свой огромный топор юнцу. После он преклонил колено и указал на шею. Гавейн резко взмахнул и быстрым ударом отсек голову незнакомцу. Но тело Зеленого рыцаря не свалилось, а напротив протянуло руки и пошло в сторону отрубленной головы. Подняв ее, Зеленый рыцарь оседлал коня. На нем отрубленная голова начала говорить. «Хорошая работа, малец, а теперь через год и 1 день я жду тебя в зеленой часовне в уплату долга. А топор теперь твой, забирай». Передав свой топор, Зеленый рыцарь быстро ускакал прочь, оставив королевство позади. Восхищаясь новым топором, Гавейн снова и снова каждый вечер пересказывал себе эту историю, события того вечера. На кону стоит его честь. Сможет ли он сдержать слово и встретиться лицом к лицу с Зеленым рыцарем опять? 12 месяцев спустя, в День всех святых, обязанный сдержать слово, сэр Гавейн выдвинулся в сторону в зеленой часовне, чтобы схлестнуться в битве 1 на 1 с Зеленым рыцарем. После длительного путешествия Гавейн оказался в тени величественного замка. Там его встретил хозяин замка сэр Бердалак вместе со своей прекрасной женой мадам Бердалак. Гавейн решил поделиться с ними своим рассказом про Зеленого рыцаря и что он пошел на сделку и с честью должен выполнить ее. Хозяин замка сказал, что он на правильном пути к зеленой часовне, она в 4 километрах отсюда, и они с удовольствием дадут ему ночлег в замке до назначенного дня боя с Зеленым рыцарем. Гавейн легко согласился на предложение и почувствовал искренность теплого приема от всех присутствующих. Была также безымянная старуха в стороне, не королевских кровей, но все ее боялись и уважали. На следующий день лорд Бердалак заключил сделку с Гавейном, что, вернувшись с охоты, он отдаст тому всю добычу в обмен на дары Гавейна, которые он получит в течение дня. Гавейн согласился, и лорд Бердалак выдвинулся со своими гончими на охоту. Немного спустя леди Бердалак зашла в почевальню Гавейна и попыталась совратить его. Но, несмотря на все ее усилия, Гавейн не поддался на эту упорную попытку его соблазнить из-за уважения к ней и к ее мужу, которые проявили такую огромную милостыню и пригласили его в свой дом. И, несмотря на то, что он не хотел ее бить, он согласился на поцелуй. Вернувшись с охоты, лорд Бердалак отдал Гавейну добычу в виде оленя, а Гавейн в ответ поцеловал лорда, но умолчал о том, кто целовал его. На следующий день все повторилось. Лорд снова ушел на охоту, а леди Бердалак все старалась соблазнить Гавейна. Он опять ее отверг, но согласился уже на 2 поцелуя. Вечером лорд Бердалак вернулся с охоты с кабаном, которого вручил Гавейну.
а тот в свою очередь поцеловал лорда дважды. Следующее утро началось так же. Лорд ушел на охоту, а леди Бердалак все не унималась и пыталась соблазнить Гавейна, но снова была отвергнута. И тогда леди Бердалак протянула Гавейну золотое кольцо, но Гавейн не смог принять столь ценный дар. Тогда леди Бердалак начала умолять Гавейна, чтобы тот принял в дар ее ремень. И это не простой ремень, он украшен зеленым и золотым шелком и обладает магическими свойствами. Надевая его, становишься неуязвимым. Зная, что он, возможно, погибнет от рук Зеленого Рыцаря, который оказался достаточно живучим, выдержав отрубывание собственной головы, Гавейн согласился принять пояс, а в ответ леди Бердалак получила 3 поцелуя. И она попросила Гавейна поклясться, что он не расскажет никому про ремень. Но таинственная безымянная старуха стала свидетельницей всего происходящего. Когда лорд Бердалак вернулся вечером, он отдал Гавейну лису. А Гавейн поцеловал лорда трижды, но про ремень умолчал. На следующее утро Гавейн выдвинулся в путь в сторону зеленой часовни, обмотав вокруг своего пояса даренный ему волшебный ремень от леди Бердалак. Достигнув цели, у часовни стоял Зеленый Рыцарь, который старательно натачивал свой боевой топор. 2 рыцаря оказались лицом к лицу. Гавейн преклонил колено, чтобы принять удар, так как они договаривались. Напуганный своим огромным соперником, Гавейн вздрогнул после удара мимо. Ха-ха-ха. Рассмеялся Зеленый Рыцарь. И это то, как рыцари короля Артура встречают своего врага? Покажи немного стали. Но, несмотря на насмешки Зеленого Рыцаря, Гавейн держался и смиренно ждал удара. И снова топор приземлился мимо шеи Гавейна. Ха-ха-ха, я просто проверяю твои нервишки, малец. Ты меня вообще собираешься обезглавить этим топором или нет? Если да, то поторопись. И тогда Зеленый Великан, что есть мощи, нанес удар топором по шее Гавейна, от чего на шее у него остался легкий порез. Будучи готовым ринуться в бой, после удара топором сэр Гавейн вытащил свой меч и встал в боевую позу. Но остолбенел, когда увидел, что под шлемом Зеленого Рыцаря скрывается никто иной, как лорд Бердалак. Лорд Бердалак начал делиться историей о своем проклятии, что его прокляла та старуха, живущая в замке, которая на самом деле была никто иная, как небезызвестная Моргана Le Fay. Такова была задумка Морганы Le Fay, чтобы испытывать храбрость рыцарей короля Артура и пугать королеву Гвиневру. Зеленый Рыцарь сказал, что первые 2 раза он промазал специально, потому что Гавейн был искренне с ним первые 2 дня, а на 3-й утаил о волшебном поясе, поэтому 3-й удар он нанес по шее. Гавейну стало стыдно за свой поступок, и он преклонил колено перед зеленым гигантом. Тот, в свою очередь, похлопал по плечу мальца и сказал, что он самый безупречный рыцарь на всю Англию. Гавейн и лорд Бердалак распрощались, и сэр Гавейн выдвинулся домой в Камелот. И с тех пор Гавейн носил волшебный ремень, как напоминание об обмане щедрого хозяина и благочестивого соперника. Но король Артур и рыцари Круглого Стола простили всю вину Гавейну и впредь стали носить зеленый пояс как напоминание о Зеленом Рыцаре и напоминание о том, что всегда нужно поступать справедливо и честно. А на этом все. Спасибо за просмотр. Пока.